Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотела поговорить о том, как выкроить и изготовить самому косую бейку и пришить ее. Косая бейка бывает готовая, то есть вы можете ее приобрести в магазине. Все зависит от того, чтобы она, главное, подходила под цвет вашей ткани, которой вы будете пришивать уже в готовом изделии. На данном этапе сейчас я вам хочу показать изделия, которые обработаны косой бейкой. Вот в этом платье обработана горловина и также пройма обработана косой бейкой. Косая бейка была куплена в магазине, уже готовая, определенной ширины вы выбираете. Она может быть немножечко уже и может быть вот такого размера, немножко шире. Скажу, что вот данная косая бейка, она где-то 1 сантиметр в готовом виде. Бывает 0,7, 0,5. Главное, чтобы вам было удобно ее пришивать потом к изделию. Также вот хочу показать блузка, но это блузка из магазина, и у нее горловинка тоже обработана косой бейкой. Именно часть горловины, которая на спинке. Вот таким образом она выглядит с лицевой части и с изнаночной стороны. Обработана косой бейкой. Также хочу показать воланы, обработанные косой бейкой, тоже готовая бейка. Это я шила дочери для выступления платья. Воланы, низ воланов обработан косой бейкой. Здесь белого цвета, только здесь красного цвета. Поэтому все, как говорится, в наших руках. Хотим — покупаем готовую бейку, или же выкраиваем ее сами. Для самостоятельного выкраивания косой бейки я приготовила для примера 2 кусочка ткани. Также перед этим хочу показать, что косая бейка вот в таком виде она продается уже заготовленная в магазине на метраж. Вы можете купить сколько вам необходимо. Она бывает разных цветов и заглажена с одной и с другой стороны. И вы только уже перед тем, как ее пришивать, в зависимости от того, как вы будете обрабатывать, вы ее уже предварительно на свое усмотрение можете приутюжить, чтобы она была вот так выглядела у вас. Это зависит от способа обработки изделия. Если вы будете обрабатывать одним швом или с помощью специальной лапки для пришивания косой бейки, то вам, конечно, можно вот так ее предварительно уже загладить пополам. Тогда вам будет удобно. Вы укладываете ваш срез между косой бейкой и пришиваете одним швом по краю. Но это уже таким способом пользуются более опытные мастерицы. Если вы будете пришивать, скажем так, 2 строчками, это когда отворачивается один сгиб, прикладывается, делается строчка, и потом огибается шов и делается 2 строчка. Но это я покажу дальше, как это пришивать. Сейчас я хочу немножко рассказать о том, как заготовить самому косую бейку. Для этого вам необходим кусочек ткани. Обязательно, чтобы с одной стороны у вас был прямой угол. Вот таким образом. Для чего? И здесь я указала, у вас с одной стороны будет долевая нить идти, с другой поперечная. Потому что начинаем чертить первую линию для косой бейки под 45 градусов. То есть угол
90 градусов мы делим как бы пополам и под 45 градусов чертим первую линию. И уже от этой линии мы чертим необходимую ширину косой бейки, которая нам нужна будет в готовом виде. Для того, чтобы определить, какой ширины у нас должна быть линия, то есть полоска косой бейки в крое, нам необходимо понимать, какой ширины мы хотим иметь косую бейку для обработки, скажем так, горловины или низа воланов. Для этого мы смотрим, например, ширину косой бейки в готовом виде мы хотим, чтобы она у нас была сантиметр. Если сантиметр, то этот 1 сантиметр, то есть ширина косой бейки в готовом виде, умножаем на 4. То есть 1 умножить на 4 мы получаем 4 сантиметра. То есть косая ширина полоски одной полоски косой бейки должна быть 4 сантиметра. Если мы хотим в готовом виде иметь 0,7 ширину косой бейки в готовом виде, значит 0,7 умножаем на 4, 2,8. То есть вы можете начертить 3 сантиметра и при срезании просто срезать в эту сторону ближе, то есть не за линией мела, а перед линией мела с одной и с другой стороны. И таким образом у вас как раз и будет линия 2,8 сантиметра. Таким образом мы начертили в одну сторону 2,8, то есть 3 сантиметра. Да? У меня, например, в готовом виде я решила, то есть не в готовом виде я решила, что у меня косая бейка будет 0,7. Значит, я начертила 2,8 в одну сторону, 2,8 в другую сторону. То есть у меня будет получится 2 полоски косой бейки. Все зависит от того, какой длины вам нужна косая бейка. Конечно, если вы будете делать косую бейку, скажем так, вам нужна длинная косая бейка, а кусочек у вас маленький, вам, конечно, придется вырезать несколько таких полосочек косой бейки и их между собой сшить. Как сшивать, я в дальнейшем потом покажу. Если же у вас, скажем так, вы располагаете большим количеством ткани и не принципиальная экономия этой ткани, вы можете вырезать, то есть продлив на вашем куске, вот так в длину, если у вас кусок ткани большой, вы можете вырезать полностью длину вашей косой бейки. Но в этом случае экономия ткани будет не экономна. То есть экономии ткани будет никакой, скажем так. Потому что будут большие выпады кусков с одной и с другой стороны. Поэтому зачастую косую бейку выкраивают там более длинными полосками, конечно, чем показано сейчас, показываю я на примере, но их между собой зачастую сшивают. Это я показала на одном кусочке ткани косую бейку. Здесь у меня по долевой ткань не тянется, по поперечной есть немножечко стрейчивость, но тем не менее мы все равно выкраиваем под 45 градусов, потому что обработка горловины, проймы, косая бейка выкроена под 45 градусов, всегда ложится в разы лучше, чем если вы вырежете по поперечной полоску ткани для обработки горловины, даже если она имеет стрейчивость. И еще вот такой у меня кусочек ткани, который не тянется ни по долевой, ни по поперечной. Но плюс косой бейки в чем? Если я так вам приблизю, потому что ткань с рисунком и на ней очень, скажем так, слабо заметны линии. Я специально нарисовала простым карандашом. Вот под 45 градусов у меня прямой угол. Под 45 градусов первая линия. И уже от этой линии я в одну сторону 3 сантиметра и в другую сторону. То есть начертила, у меня будут полоски косой бейки. Но преимущество в том,
что несмотря на то, что ткань не тянется ни по поперечной, ни по долевой, под 45 градусов, вот я вот так ручкой растяну, ткань будет иметь все равно эластичность. Вот это, скажем так, достоинство ткани, что оно под 45 градусов всегда имеет эластичность и дает нам возможность обрабатывать наши изделия качественно.